Всем привет, друзья, с вами канал Supreme Show. Что вы знаете о гепардах, кроме того, что они быстро бегают? Сегодня у нас еще одна африканская кошка. Обсудим не только их способность развивать феноменальную скорость для животного мира, но и посмотрим описание, образ жизни и оценим, на что способен гепард в деле. А теперь поехали! Если понравилась нарезка, жми лайк и подписывайся на канал. Это самая лучшая мотивация создавать подобный контент. Итак, гепард. Гепард является одной из самых известных и узнаваемых кошек африканского континента. Хоть его порой путают с леопардом из-за похожей раскраски, отличия все же колоссальные. На канале уже есть ролик про леопарда, ссылки будут в описании, а мы едем дальше. Чем же знаменита эта кошка? Конечно же скоростью, которая достигает до 100 км в час. Хотя некоторые источники смело заявляют о таких цифрах, как 115 и даже 130 км в час. При этом за 2 секунды гепард разгоняется до 75 км в час. Как же этой не очень крупной кошке удается развивать такие скорости? А все дело в строении тела гепарда, которое выточено самой природой и имеет гибкий позвоночник, и максимально приспособлено для охоты именно подобным способом, который заключается в молниеносной стремительной атаке с непродолжительной погоней на максимальных скоростях. Обычно эта погоня длится не более 30 секунд или около 500-600 метров. Все цифры приблизительны. Само тело стройное, вытянутое и на первый взгляд даже кажется хрупким, но на самом деле у кошки очень развита мускулатура, и в соответствии с ее размерами сил достаточно, чтобы валить и сбивать с ног довольно крупных травоядных, например таких как антилопа гну. Вес взрослого гепарда в среднем от 40 до 70 кг, в длину тело достигает от 115 до 140 см, а высота в холке достигает 90 см, но чаще всего это примерно 75-80 см. Хвост занимает и выполняет важнейшую функцию, которая помогает маневрировать на такой большой скорости и служит в виде штурвала, при помощи которого гепард может выполнять резкие повороты и маневры, при этом практически не теряя скорости, а сам хвост в зависимости от размера кошки может вырастать аж до 80 см. Интересно то, что сам бег нашего пятнистого героя состоит из длинных прыжков, которые в длину доходят до 6 и даже 8 метров. Давайте посмотрим, где обитает наш пятнистый друг и кого ему стоит опасаться. Основная часть всей популяции гепардов, конечно же, приходится на африканский континент и африканские страны, но у кошки еще есть брат, который в малочисленном подвиде выбрал местом своего дома Азию. На самом деле, согласно последним исследованиям ученых и натуралистов, таких подвидов 5, и 4 из них обитают в Африке, а именно в центральной части, в таких странах как Уганда, Танзания, Конго и Центральноафриканская республика. Северо-западную часть кошки тоже облюбовали и прижились в таких странах как Алжир, Нигер, Бенин и Буркина-Фасо. Восточная и Южная Африка тоже оказалась домом для некоторых подвидов. Естественные враги. Тут у гепарда возникают определенные проблемы, потому что практически все хищники, обитающие и разделяющие одну территорию с нашим быстрым пятнистым другом, могут спокойно отбирать пищу у гепардов, и даже часто это делают, не считая различных мелких хищников, например таких как шакал или большеухая лисица. При этом зачастую гепард не может дать достойный отпор своим врагам и вынужден оставить заслуженную пойманную добычу более сильному, а врагов у гепарда достаточно. Это могут быть такие ребята как львы, леопарды, гиены, гиеновые собаки и даже бурая гиена. А иногда бывает, что кошка может угодить в пасть крокодилу.
Так на что же способен гепард? Давайте теперь перейдем к реальным возможностям гепарда и посмотрим его в деле, а в конце 10 интересных фактов о гепардах. Гепард против крокодила. Давайте начнем с нашумевшего ролика, который уже был в одних из прошлых видео на канале, ссылка будет в описании. Огромный крокодил без особых усилий схватил и утащил молодого неопытного гепарда, и даже реакция кошки здесь не помогла. Вот еще один необычайно редкий кадр, где наш герой угодил в пасть к зубастой рептилии. Да, возможно, такие случаи могут довольно часто происходить в определенных местах пересечения этих двух хищников, но запечатлеть на камеру это удается редко. В этот раз гепард был более настойчив, да и крокодил гораздо меньше, а в какой-то момент быстрой кошке даже удалось дать отпор, укусив крокодила в верхнюю часть головы. Еще одна подобная встреча обернулась успехом для гепарда, который вовремя успел среагировать, при том, что в момент нападения рептилии гепард отвернул голову и даже не смотрел в ее сторону. Судя по размеру, крокодил еще совсем малыш и вряд ли справился бы с такой добычей. Гепард против страуса. Два одних из самых быстрых животных в мире, которые еще и обитают на одном континенте. Конечно, если сравнивать их скоростные качества, то гепард превосходит птицу в среднем на 30-40 км в час, так как максимальная скорость бега страуса доходит до 70 км в час. Но у африканского страуса есть преимущество. Он может поддерживать такую скорость более длительную дистанцию, и птица гораздо выносливее кошки. Страус довольно крупная добыча для гепарда, вес которого может достигать до 150 кг, и такая масса не сравнится с 70 кг гепарда. В одиночку ему точно не справиться, поэтому обычно хищники охотятся вдвоем или втроем. Подобных роликов не очень много, но пару интересных есть. В первом из них гепард решил напасть один и попытался атаковать страуса, но в одиночку, конечно, это безуспешно. No, she's taking a film. Okay, that's good. Yeah. Вот еще одна погоня за добычей в одиночку. А здесь уже хищники охотятся вместе, что дает более плодотворный результат, и им удается повалить этого 2-метрового бройлера. На кадрах несколько разных охот. Давайте посмотрим, как страус может себя защитить. Еще один гепард решил проверить свои силы и узнать страуса в деле. В какой-то момент страус все же настиг его, и кажется, что нанес пару ударов своими мощными огромными лапами. Переходим к более серьезным и опасным противникам гепардов. Это лев и леопард. Если с леопардом есть еще спорные моменты встречи этих двух хищников в природе, то, конечно же, против льва шансов совсем нет. Давайте начнем с интересного ролика, где похожие ребята, которых часто путают, встретились лицом к лицу, и в этот раз наш герой прогнал опасного леопарда. Вот еще одна подобная встреча, в которой гепард снова берет верх. Теперь все наоборот, и уже более опасный зверь спокойно прогоняет двух гепардов. Если вы думаете, что кошки могут только гонять друг друга и неизвестно, кто победит в реальной схватке, то вот редкий ролик, в котором леопард показывает свое преимущество и силу. Конечно, мы не видели самого боя, и по ролику можно определить, что гепард довольно молодой. Но итог один: леопард задушил гепарда и, как свою обычную жертву, потащил на дерево. Львы – еще одни убийцы гепардов, и здесь гепарда может спасти только его скорость, но не всегда удается вовремя сбежать, и даже самое быстрое животное попадает в лапы короля зверей, откуда уже выбраться мало кто способен. В первом ролике мать с детенышами сыграла грамотную стратегию и перевела все внимание льва на себя, тем самым дав возможность спастись своим малышам. В этот раз скорость, ловкость и реакция подвели нашего героя, а лев воспользовался опрометчивостью гепарда и решил убить, хоть и слабого, но конкурента, после чего подбежал второй лев, и гепард превратился в тряпичную куклу.
Антилопы. Гепард против антилоп. Давайте посмотрим несколько наиболее зрелищных охот гепарда на травоядных представителей, а после небольшая нарезка. Часто случается такое, что хищникам попадаются детеныши, которые совсем беззащитны, да и их родители никаким образом не могут им помочь. Для молодых гепардов это отличный способ набраться необходимого опыта и определенных навыков, которые в будущем помогут в охоте уже на взрослых особей. Смотрим следующий случай, который точно был нестандартным для одной импалы, ведь пытаясь спастись, она запрыгнула прямо в окно автомобиля. Людям оставалось только завести авто и увести антилопу. Конечно, на самом деле подобное вмешательство человека в дикую природу неприемлемо. Еще один очень удивительный ролик, где антилопа под названием Ньялла проявила смекалку и запрыгнула в колючие кусты, тем самым отрезав на себя атаку со спины. Ролик обрывается и неизвестно, что произошло дальше, но спастись от 3 взрослых гепардов шансов мало. Вот эталон охоты этих быстрых кошек, которые поймали импалу не только за счет молниеносной стремительной атаки, но и за счет выдержки и грамотной искусной маскировки. Друзья, мы приближаемся к концу ролика, и давайте узнаем 10 наиболее интересных фактов о гепардах. Скорость бега гепарда может достигать 100-120 км в час, но держать такой темп кошка может 500 метров. Без еды гепарды могут прожить примерно 5-6 дней. При беге на высокой скорости гепард делает 150 вдохов в минуту. Гепард – самый быстрый сухопутный хищник на Земле. Гепард по кличке Сара в 2009 году установила мировой рекорд на 100-метровой дистанции, которую пробежала за 5,9 секунд. Гепарды общаются между собой с помощью звуков, похожих на чириканье птиц или мурлыканье кошек. Из-за тупых когтей на лапах гепарды плохо умеют залезать на деревья. Гепарды, содержащиеся в неволе, плохо размножаются. В дикой природе гепарды живут 10-12 лет, в неволе могут прожить до 17. Половину добычи гепарда отбирают более сильные и крупные хищники. А на этом все, друзья. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком и подпиской на канал. Поделитесь им со своими друзьями, жмите в колокол, который поможет не пропускать новые выпуски. А я с вами прощаюсь, всем пока и до новых встреч.